Лето в разгаре, а это значит одно – пора наверстывать упущенное и искать, что посмотреть свободным вечером. В июне этого года многие громкие фильмы уже покинули большие экраны и перебрались в цифру. На стримингах и в онлайн-кинотеатрах свежие премьеры, которые активно обсуждают. Здесь есть все от захватывающей фантастики, стильных боевиков до хорроров и триллеров. Без спойлеров, никаких разборов концовок или ключевых твистов, только настроение, визуальный тон, немного о героях и что о фильмах уже говорят. Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern. Устраивайтесь поудобнее, перед вами десятка премьер, которые уже доступны онлайн и точно заслуживают внимания. Приятного просмотра! Дожить до рассвета. Прошел год после исчезновения сестры Клевер, и теперь ее друзья собираются в той же самой долине рассвета, где все случилось. Первоначальная цель — это ретрит, смириться с утратой, но когда появляется зацепка о судьбе пропавшей, они пускаются по следу. Обстановка сразу настораживает. Заброшенный визит-центр, глухая местность, странная тишина, а с наступлением темноты появляется убийца в маске, и все резко становится мрачнее. Но самое жуткое впереди. Ребята умирают, а потом просыпаются снова. В той же самой точке, в ту же ночь и так по кругу. Перед нами мета-хоррор с узнаваемыми приемами. Заброшенный дом, недавние подростки, город-призрак, темный лес, маньяки, монстры — все на месте. Но добавляется еще один слой — логика видеоигры. Жизни у героев не бесконечные, да, но шанс пройти до конца все-таки есть. Режиссер Дэвид Сенберг не стесняется жанровых клише, наоборот, приветствует их и аккуратно ссылается на знакомые би-муви-хорроры и работает с таким багажом знаний осознанно. Безусловно, это не адаптация видеоигры, но отсылки будут, и замечать их приятно. Первое впечатление у критиков и зрителей сходится. Кроваво, изобретательно и по-хорошему нервно. Группа переживает одну и ту же ночь, будто застряла в хоррор-версии «Дня сурка» с элементами слэшера, и это, правда, интересно и самоиронично. Да и черный юмор в нужных дозах только усиливает тревогу. Просто не ожидайте шедевра на века и постарайтесь насладиться аттракционом. Дело Мальдерер. Пол Шартье, молодой офицер бельгийской полиции, получает свое первое по-настоящему серьезное дело. Две пропавшие девочки и слишком мало зацепок. Он оказывается в составе подразделения Мальдерер, полулегального отдела, который работает в тени и наблюдает за ранее осужденным преступником. Когда официальная система начинает тормозить расследование, Пол принимает решение действовать сам. Он идет по следу того, кто, как он уверен, стоит за исчезновениями и в какой-то момент начинает понимать, ставки куда выше, чем он думал. Фильм построен как жесткий детектив с явным влиянием нуара и европейского хоррора. Режиссер вдохновлялся делом бельгийского маньяка Марка Дутруа и закладывает в сюжет все, что связано с теневой властью, серыми зонами закона и страхом от беспомощности перед системой. Зрители и критики отмечают мощный старт. Интрига буквально с первых минут. Но чем дальше, тем сложнее. Финал рискует зрителей разделить. Обозреватели его даже сравнивают с работами Финчера, особенно «7» и «Девушка с татуировкой дракона», и это не спойлер концовки. Это больше про атмосферу тревоги и давления. Серфер. Одинокий отец возвращается в Австралию, туда, где когда-то учился ловить волну. Тот самый пляж, тот самый песок, а его заветная мечта — передать сыну кусочек своего прошлого. Только вместо ностальгии его встречают презрение и угрозы. Местные серферы не любят чужаков, тем более таких, что решают приехать и вести себя как дома. После первой стычки начинается что-то большее. Герой остается, отказывается уезжать, смотрит в глаза унижению и с каждым днем теряет равновесие внутри себя. Фильм Дэвида Френкеля — гипнотический триллер, местами ближе к кошмару, чем реальности. Душная жара, выжженные и выцветшие кадры, музыка на грани расстройства восприятия. Все работает на то, чтобы зритель почувствовал то же давление, что и главный герой. Центральную роль исполняет Николас Кейдж и делает это в своей любимой манере. Эдакая квинтэссенция его проектов, очередной тур-де-форс из горя, сожаления, муки и психотической ярости. Хотя трейлеры могут намекать на простую историю мести, отмечу, что это психологический триллер и что-то вроде исследования нервного срыва. Даже смотрится не как развлечение, а как вызов. Хищник, убийца убийц. Анимационный спин-офф вобрал в себя 3 истории, каждая в своем времени со своей логикой и героями. В первой главе под названием «Щит» викинг-воительница Урса мстит за смерть отца, но натыкается на куда более опасного противника — хищника, устроившего охоту. Во второй «Меч» действие переносится в Японию времен Сенгоку. Здесь все куда тоньше. Кланы, синоби, самураи, честь, кинжалы и чужак, который охотится на всех без разбора. А третий эпизод «Пуля» неожиданно выбрасывает зрителя в небо над Атлантикой,
где американский летчик вступает в бой с пришельцем прямо в воздухе и без всяких шансов на помощь. На первый взгляд, 3 разные мини-фильма, но ближе к финалу сюжетные линии пересекаются, и на экране появляется то, чего фанаты вселенной ждали очень долго. Предположительно, Яоджо Прайм и зрелищная кульминация, ради которой стоило дожидаться конца. Это максимально брутальная антология. Каждая история насыщена боевыми сценами, от мясных рукопашных схваток до почти комиксного воздушного боя. Пусть сценарий не претендует на философскую глубину, именно за это многие любят «Хищника». Дико, зрелищно и абсолютно захватывающе. Бухта Берона. Скорбящий отец с тяжелым прошлым не может смириться с гибелью своего маленького сына. Официальное расследование поспешно закрывают, выставив это как кончину собой, но он отказывается принять такой вердикт и похищает другого ребенка, сына влиятельного политика, которого считает причастным к произошедшему. Все разворачивается в изолированной деревне на Аляске, где и начинается преследование. Одна сторона одержима жаждой мести, другая — решимостью спасти ребенка. Фильм выстроен как мрачный триллер о разрушенной семье и агрессии, которая перестает подчиняться здравому смыслу. В центре серая мораль и человек, которого разрушает горе. Суровая природа, ночные сцены. Визуально все подчеркивает ощущение холода и нестабильности разума героя. Но именно за счет некой шаткости в повествовании остается напряжение. Герои не выглядят ни правыми, ни неправыми, все время лавируя между сочувствием и агрессией. Пункт назначения — узы крови. Новая часть культовой франшизы строится не на случайности инцидента, а на семейных связях. В 1968 году молодая женщина по имени Ирис предотвращает катастрофу и спасает десятки жизней, но невольно вмешивается в то, что не подлежит изменению. Спустя полвека ее внучка Стефани начинает видеть навязчивые кошмары о трагедии, которая произошла до ее рождения. Постепенно она понимает, что эти сны не фантазия, а наследие, переданное по крови. Смерть, которой тогда не позволили завершить задуманное, возвращается и теперь охотится за всем родом Кэмпбелл. Фильм переключает внимание со случайной группы на конкретную семью, и этот сдвиг делает происходящее чуть более личным. Смерти по-прежнему жестокие, фантастические, изобретательные, но теперь за ними стоит цепочка, у которой есть начало и ясная логика. Когда родственники девушки начинают погибать один за другим в серии несчастных случаев, она понимает, избежать судьбы можно только если понять, как это все работает. Узы крови моментально дают понять, что это тот самый пункт назначения, только с чуть другим углом. С первых минут зрителя сталкивают с масштабной катастрофой и дают время втянуться. Темп высокий, визуальный стиль четкий, выверенный. Спецэффекты давят даже не количеством, а внезапностью. Эффект домино снова на месте. Но выглядит свежее за счет того, что каждое событие тянет за собой не просто хаос, а последствия для всех. Стоит отметить и переработку формулы, новые правила, но старая жестокость. И стало намного больше черного юмора. Перезапуск действительно получился и по отзывам, и по ощущениям. Новичок. После теракта в Лондоне, унесшего жизнь его жены, криптограф из ЦРУ Чарли остается один на один со своей болью и с бездействием собственного агентства. Руководство отказывается открывать дело, ссылаясь на недостаток доказательств. И тогда Чарли, не имея ни допуска, ни подготовки, решает идти до конца, шантажирует начальство, добивается допуска к полевой работе и отправляется на охоту, вооруженный не оружием, а головой. Новичок — это шпионский триллер старой школы, где главный герой не агент универсала, а аналитик с замкнутым характером и высоким интеллектом. Он не бегает по крышам ради красивого кадра, он рассчитывает все на 2 шага вперед. Фильм, собственно, следует по знакомым рельсам. Европа, переезды, смена документов, погони и тайные встречи, но делает ставку на нетипичного героя. Рами Малек играет не крутого оперативника, а человека, которому явно не место в центре событий, и в этом по задумке должен быть конфликт. Визуально фильм выглядит сдержанно. Цветовая палитра тусклая, картинка ровная, стиль почти стерильный. Этим он и отличается от глянцевых блокбастеров. И все равно есть многочисленные претензии зрителей к формульному сюжету и эмоциональной дистанции. Малек делает все, что может, но его персонаж остается внутри себя, и на этом фильм иногда буксует. Кроме того, отмечают, что темы горя и коррупции исследуются слишком поверхностно в рамках сюжета, а путь мести вообще не подвергается сомнению, из-за чего трансформация героя из кабинетного аналитика в суперагента выглядит слишком неубедительной и упрощенной. Из главных плюсов — темп, сценарные решения и техническая сторона. Погони, взломы, ложные следы — все на месте и все выполнено профессионально. Долина Эхо.
После трагической потери Кейт Гарретсон живет в уединении. На конной ферме в Пенсильвании, вдали от людей, вдали от разговоров, но однажды ночью ее дочь Клэр возвращается в слезах и вся в крови, и эта кровь не ее. Мать не задает вопросов сразу, но понимает, что-то случилось, и все, что она считала привычным и спокойным, отныне будет разрушено. «Долина Эхо» начинается как история о материнстве, вине и зависимости, но быстро переходит в более мрачную зону, криминальный триллер с психологическими элементами. Дочь связалась с опасными людьми, и Кейт, пережив уже одну потерю, не готова к другой. Ей предстоит решить, на что она пойдет ради семьи. На экране Джулиана Мур и Сидни Суини, обе в ролях, которые позволяют им показать не столько внешний надлом, сколько внутреннюю борьбу. Ну и, откровенно говоря, их дуэт — это главный актив картины. Сдержанность Мура и эмоции Суини создают нужное напряжение. Но за пределами этого взаимодействия фильм начинает несколько рассыпаться. Дело в том, что он выглядит как материал для мини-сериала. Герои прописаны, но хронометража не хватает для раскрытия. Интрига тоже есть, но не успевает развиться, и хотя актерская игра вытягивает финал, остается ощущение, что перед нами половина произведения или, возможно, два разных фильма, которые слепили в один. Под прикрытием. 3 человека, которых вряд ли можно назвать героями, получают самое странное предложение в своей жизни. Кэт, выгоревшая актриса, ведет курсы импровизации. Марлон — ее ученик, одержимый методом и несостоявшейся славой. Хью — IT-специалист, который просто хотел бы научиться нормально общаться с людьми, но их всех втягивают в спецоперацию. Лондонская полиция просит их сыграть гангстеров и внедриться в криминальную сеть, действующую в центре города. Герои с энтузиазмом берутся за роль, но очень быстро репетиция превращается в реальную опасность, потому что мафия вдруг верит в их легенду чуть больше, чем им самим бы хотелось. Под прикрытием эта комедия, построенная на абсурде. Сюжет жонглирует элементами шпионского кино, пародии и криминала, подавая все через призму актерского ремесла. В целом, это неожиданно удачный гибрид жанров. В центре внимания даже не сюжет, а сами персонажи и их взаимодействие. И именно актерский состав здесь тащит на себе почти все. Из основных минусов некоторые шутки повторяются, структура привычна для подобного рода комедий, а визуал не особо богат. Но зато атмосфера легкая, динамичная и самоироничная. Отличный фильм для беззаботного вечера. И, наконец, «Грешники». Дельта, Миссисипи, 1932. Два брата-близнеца под прозвищами Дым и Пепел возвращаются в Кларксдейл, город, где они родились и откуда когда-то пытались навсегда сбежать. Ветераны войны с непростым прошлым пытаются завязать с жизнью гангстеров и намерены открыть бар для местного сообщества и начать все с нуля. Увы, но аккурат к вечеру открытия в город попадает вампир, мгновенно создающий себе последователей, идущий на звуки гитарного блюза. Райан Куглер берет на себя сразу несколько задач и справляется. «Грешники» работают как южная готика, как хорроры, как историческая драма. Здесь ирландские вампиры, выплясывающие «Rock It Out to Dublin», пропитанные мифами юга, соседствуют с реальностью расовой сегрегации, культовой музыкой и травмой семейных отношений. Музыки, правда, много, и саундтрек буквально становится частью повествования. И пусть сюжет иногда теряет ритм, а отдельные сцены вроде введения музыкантов разных эпох оказываются чересчур демонстративными, фильм до невозможности хорош. И на этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь подписываться и нажимать на кнопки под плеером. Ссылки на Boosty и мои соцсети для героев, решивших поддержать канал, будут в закрепленном комменте и описании. И до встречи в следующем видео. Пока.